Здравствуйте, дорогие подписчики! Я Наталья. Рада приветствовать вас на моем канале о вязании. В этом видео мастер-класс на вот такую несложную и простую в исполнении сумочку. Сумка не очень большая, ее ширина 38 сантиметров, высота 40 сантиметров по самой высокой части и по самой короткой части 30 сантиметров. Сумочка застегивается на магнитную кнопку. И вот такая вот у нее кожаная ручка. Вяжется сумка одной деталью. И затем сшиваются боковины сумки и делается обвязка сумочки по краю. Пришивается кнопка и пришивается ручка. Для вязания этой сумки нам с вами понадобится 3 моточка джутовой ниточки халва. У меня халва, толщина нити М, это 2 миллиметра толщина нитки. Крючок номер 6. Крючок номер 5, это основной крючок, им будем вязать все полотно сумки. Ножницы, магнитная кнопочка пришивная, либо кнопочка, которая крепится с помощью застежек, замочков, и ручка. Я выбрала для своей сумки вот такую ручку. Эта ручка не для сумок, это ручка для корзин. Выбирала я ее целенаправленно, именно под себя. Я очень люблю и предпочитаю носить сумки на локтевом сгибе. И чем ручка толще, тем мне комфортнее с ней. Вы можете выбрать для себя любую другую ручку. Посмотрите, когда свяжете сумку, и поймете, какая вам необходима ручка. Ее толщина и ее длина. Да? Можно выбрать ту, которая больше понравится или будет комфортно именно вам. Если вы будете выбирать ручку такую же, как у меня, то ширина этой ручки 4 сантиметра и ее длина 30 сантиметров. Она также пришивается к сумке. Начнем вязать. Оставляем хвостик нити длиной 2 метра. И набираем с помощью крючка номер 6 цепочку из 100 воздушных петель. Делаем установочную петлю. Делаем ее свободной, не затягиваем. И набираем цепочку из 100 воздушных петель. Первая, вторая, третья. Продолжаем набирать цепочку из 100 воздушных петель. Набрали 100 воздушных петель. Откладываем крючок номер 6 и берем крючок номер 5. Дальше будем вязать им. Нам с вами нужно провязать 100 полустолбиков с одним накидом. Последний 100-й полустолбик мы с вами будем провязывать вот в эту вот установочную петлю, которую мы набирали в начале ряда и не затягивали ее. Вяжем 100 полустолбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок и во вторую петлю от крючка, первая петля, вторая, провязываем полустолбик с одним накидом. Провязали. Накид на крючок, в следующую петлю вяжем также полустолбик с одним накидом. Снова накид на крючок. И дальше вяжем следующий полустолбик. Дальше следующий полустолбик. Провязываем всего 100 полустолбиков с одним накидом по всей длине цепочки из воздушных петелек. Цепочку мы набирали с вами крючком номер 6, для того, чтобы у нас начальный ряд не был стянут, был достаточно свободным. Что это у нас будет боковина сумки, которую мы потом будем сшивать. И нам нужно, чтобы петли были свободными. Продолжаем вязать полустолбики с одним накидом по всей длине цепочки
В каждую воздушную петлю провязываем 1 полустолбик с накидом. Всего 100. Довязываем до конца ряд полустолбиками с одним накидом. Я провязала 99 полустолбиков, и сейчас в установочную петлю довяжу 100-й полустолбик с одним накидом. Провязываем и разворачиваем вязание на другую сторону. Вяжем изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы будем вязать также полустолбиками. За обе дольки косички полустолбика. Воздушных петель мы делать не будем, мы будем делать подъемный столбик. Заводим крючок в самую первую петлю в ряду, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли на крючке и делаем воздушную петлю. Сделали подъемный столбик, накид на крючок, и в следующую петлю за обе дольки провязываем полустолбик с одним накидом. Он у нас получается второй. Первый у нас вот этот полустолбик подъемный. Накид на крючок, и в следующую петлю провязываем следующий полустолбик с одним накидом. Накид на крючок, и дальше продолжаем вязать полустолбики с одним накидом. Вяжем полустолбики с одним накидом по всему ряду. В каждую петлю провязываем по одному полустолбику с накидом. Довязываем этот ряд полустолбиками с одним накидом. Всего у нас сейчас в ряду 100 полустолбиков. Провязываем последний и разворачиваем вязание на другую сторону. Развернули. С этого ряда мы будем провязывать полустолбики с одним накидом только за заднюю дольку косички полустолбика. Вот она, задняя долька. В нее мы будем заводить крючок. Сейчас нам вместо петель подъема нужно провязать подъемный столбик. Заводим крючок. За заднюю дольку косички столбика вытягиваем петельку в самую первую петлю. Подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Делаем воздушную петлю. Провязали подъемный столбик, накид на крючок. И дальше мы делаем убавку. В следующую петлю за заднюю дольку заводим крючок и вытягиваем петлю. И в следующую петлю за заднюю дольку косички полустолбика заводим крючок и вытягиваем петлю. Подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Сделали убавку и начинаем дальше провязывать полустолбики с одним накидом за заднюю дольку косички полустолбика предыдущего ряда. Вяжем так до конца ряда. Полустолбики с одним накидом за заднюю дольку косички полустолбика предыдущего ряда. Вяжем до конца ряда, не довязывая 3 петелек. 3 петли не довязываем. В конце будем тоже делать убавку. Провязали полустолбики с одним накидом, не довязываем 3 петли до конца ряда. Сейчас
мы сделаем убавку. Накид на крючок, заводим крючок за заднюю дольку полустолбика с накидом. Раз. И за следующую 2 вытягиваем петли, подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Накид на крючок и провязываем последний полустолбик с накидом в этом ряду. Мы сделали убавку в начале ряда и в конце ряда, убавив 2 петли. Одну в начале, одну в конце. И сейчас у нас всего в ряду не 100 петель, а 98 петелек. Переходим на следующий ряд. Разворачиваем вязание и делаем подъемный столбик. Снова за заднюю дольку косички полустолбика с накидом предыдущего ряда. Заводим крючок, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли на крючке и делаем воздушную петлю. Провязали, накид на крючок, за следующую дольку косички заводим крючок, вытягиваем петельку. И за следующую заводим крючок, вытягиваем петельку. Провязываем все петли на крючке. Сделали убавку. Накид на крючок и дальше по всему ряду мы вяжем полустолбики с одним накидом, не довязывая до конца ряда 3 петли. Довязали до конца ряда, у нас осталось 1, 2, 3 петли. Сейчас мы сделаем убавку. Накид на крючок, в следующую петлю за ее заднюю дольку заводим крючок, вытягиваем петельку. В следующую петлю также за ее заднюю дольку заводим крючок, вытягиваем петельку. Подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Сделали убавку, накид на крючок и провязываем последний полустолбик с накидом в ряду. Провязали и разворачиваем вязание на другую сторону. Делаем подъемный столбик в первую петельку, за заднюю дольку заводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем 2 петли, делаем воздушную петлю. Накид на крючок, и мы будем делать убавку. Вытягиваем петельку из следующей петли. Дальше вытягиваем петельку из следующей петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Сделали убавку. И дальше продолжаем вязать полустолбиками с одним накидом. Весь ряд. Не довязывая до конца ряда 3 петли. После провязывания предыдущего ряда у нас с вами уже не 98 петелек в ряду, а 96. И в этом ряду мы снова делаем убавки, и у нас с вами будет уже 94 петли. То есть с каждым новым рядом мы с вами убавляем 2 петли в ряду. Довязали до конца ряда полустолбики с накидом. Не довязываем снова 1, 2, 3 петли. Делаем убавку. Накид на крючок. Под заднюю дольку косички следующей петли заводим крючок. Вытягиваем петельку. Под заднюю дольку косички следующей петли также заводим крючок. Вытягиваем петельку. Подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Накид. И провязываем последний полустолбик с накидом в ряду. Завершили этот ряд. И сейчас у нас здесь всего 94 столбиков с накидом. Полустолбика с накидом. Разворачиваем вязание. И в следующем ряду
Делаем то же самое. Сделаем подъемный столбик, дальше убавку и будем вязать полустолбики с одним накидом. Заводим крючок за заднюю дольку самой первой петли, вытягиваем петельку и провязываем. Делаем воздушную петлю. Провязали подъемный столбик, дальше накид и делаем убавку. Крючок за заднюю дольку петельки, вытягиваем петлю, и крючок за заднюю дольку петельки следующий. Вытягиваем петлю, подхватываем рабочую нить, провязываем все петли на крючке. Сделали убавку и дальше до конца ряда вяжем полустолбики с накидом. Провязываем весь ряд и не довязываем до конца ряда 3 петельки. Итак, провязали, снова осталось 3 петли до конца ряда. Делаем убавку. Накид, крючок за заднюю дольку косички полустолбика, вытягиваем петлю и также из следующей петли вытягиваем петельку, подхватываем рабочую нить и провязываем все петли на крючке. Сделали убавку, накид и провязываем последний полустолбик в этом ряду. Провязали и разворачиваем вязание. И дальше все последующие ряды мы вяжем с вами точно так же, как вязали до этого. В начале ряда делаем подъемный столбик, затем убавку. Дальше по всему ряду провязываем полустолбики с одним накидом, вяжем их, не доходя 3 петель до конца ряда. Делаем убавку и завершаем ряд полустолбиком с накидом. Все полустолбики, все убавки и все петли в ряду провязываются за заднюю дольку косички полустолбиков предыдущего ряда. Абсолютно одинаковые ряды, абсолютно одинаково вяжется. Мы просто с вами повторяем. В каждом ряду делаем одно и то же. Подъемный столбик, убавка, дальше полустолбики с накидом, дальше убавка и завершаем все полустолбиком с накидом. В каждом ряду количество полустолбиков с одним накидом у нас должно уменьшаться на 2 благодаря убавкам в начале и в конце ряда. Мы уменьшаем наши петельки на 2 в каждом рядочке. И мы с вами вяжем ряды с убавками до тех пор, пока в ряду не останется всего 72 петли. 72 полустолбика с одним накидом. Дальше вяжем самостоятельно ряды с убавками до тех пор, пока у нас не будет в ряду 72 полустолбика с одним накидом. Я довязываю последний ряд с убавками. У меня последняя убавка будет в ряду. И после того, как я провязала все эти рядочки, у меня остается 72 полустолбика с одним накидом в ряду. Сейчас это изнаночный ряд. Разворачиваем вязание. Вот такое вот сейчас полотно сумки, точнее части сумки у нас получается. И смотрите, что мы имеем в итоге. Да? У нас 2 провязанных ряда по 100 полустолбиков с одним накидом. Без убавок мы их вязали. И дальше мы провязываем с вами 14 рядов поворотных, 7 лицевых и 7 изнаночных, в каждом из которых делаем в начале и в конце ряда убавки. И сейчас
последнем провязанном ряду с убавками у нас осталось 72 петли. Всего рядов вместе с двумя начальными рядами без убавок у нас 16. И продолжаем дальше вязать. У нас следующие с вами два ряда, лицевой и дальше изнаночный, будет без каких-либо убавок. Поднимаемся на следующий ряд с помощью подъемного столбика. Как вы помните, он у нас считается первым в ряду. И дальше мы с вами провязываем в каждый полустолбик с накидом предыдущего ряда по одному полустолбику. То есть у нас всего в ряду должно получиться 72 полустолбика с накидом. Вяжем. Убавки не делаем, просто провязываем по одному полустолбику с накидом в каждую петлю. Вяжем так до конца ряда этот ряд лицевой. Дальше развернемся и будем вязать точно так же следующий ряд изнаночный. Довязываем до конца лицевой ряд. У нас в этом ряду после всех убавок 72 полустолбика с накидом. Мы их просто провязываем. Провязали и разворачиваем вязание на другую сторону. Сейчас у нас с вами изнаночный ряд. Мы просто точно так же провязываем 72 полустолбика с накидом. Делаем подъемный полустолбик, он у нас считается первым. Дальше вяжем второй полустолбик с накидом, третий. И продолжаем так вязать до конца ряда 72 полустолбика с накидом. Довязываем до конца этот ряд. Изнаночный ряд, 72 полустолбика с накидом у нас всего здесь. Провязываю последний полустолбик. И разворачиваю вязание. Дальше мы начинаем вязать с вами ряды с прибавками. Двигаемся по нарастающей. Нам необходимо увеличивать теперь количество петель в наших рядах. Провязываем подъемный столбик. И со следующей петли начинаем делать прибавки. Накид на крючок, заводим крючок за заднюю дольку косички следующего полустолбика и провязываем полустолбик с накидом. Накид на крючок, сюда же заводим крючок и провязываем еще один полустолбик с накидом. Сделали прибавку и дальше продолжаем вязать полустолбики по всему ряду, не довязывая до конца ряда двух петель. Довязываем ряд до конца, полустолбики с накидом у нас. Не довязаны у меня 2 петли. В предпоследнюю петлю мы делаем прибавку. Провязываем один полустолбик с накидом и сюда же провязываем второй полустолбик с накидом. И довязываем последнюю петлю в ряду. Сделали прибавку и разворачиваем вязание.
Вяжем в обратном направлении. Делаем то же самое. Подъемный столбик. Дальше прибавку из 2 полустолбиков с накидом. Дальше провязываем все полустолбики в ряду, доходим до конца ряда, не довязывая 2 петель. В предпоследнюю делаем прибавку из 2 полустолбиков с накидом и провязываем, заканчиваем ряд полустолбиком с накидом. Подъемный столбик и делаем прибавку в следующую петлю. Первый полустолбик с накидом и сюда же провязываем второй полустолбик с накидом. Провязали и дальше по одному полустолбику с накидом в каждый полустолбик с накидом предыдущего ряда. Вяжем до конца ряда, не довязывая 2 петель. Довязываем ряд до конца. У нас с вами остается 2 петли до конца ряда. Делаем прибавку в предпоследнюю петлю. Первый полустолбик с одним накидом. И сюда же провязываем второй полустолбик с одним накидом. Провязали и довязываем в последнюю петлю, провязываем полустолбик с накидом. Завершили ряд и разворачиваем вязание. И после провязывания первых 2 рядов с прибавками мы провязали лицевой и изнаночные ряды. В каждом из этих рядов мы сделали прибавки. Одну прибавку в начале и одну прибавку в конце. В лицевом ряду у нас увеличилось количество петелек на 2, и в изнаночном ряду у нас увеличилось количество петелек на 2. И сейчас, провязав 2 ряда с прибавками, у нас с вами 76 полустолбиков с накидом в ряду. И дальше мы с вами продолжаем вязать ряды с прибавками. Делаем все точно так же. Вяжем лицевые и изнаночные ряды, провязывая в начале и в конце каждого из рядов прибавку из 2 полустолбиков с одним накидом. Вот в данный момент я делаю прибавку. Вяжу первый полустолбик и сюда же вяжу второй полустолбик. Дальше провязываю все полустолбики в ряду, не доходя до конца ряда 2 петель. В предпоследнюю мы также делаем прибавку и завершаем ряд полустолбиком с одним накидом. Продолжаем дальше самостоятельно вязать ряды с прибавками. В каждом ряду количество полустолбиков у нас с вами должно увеличиваться на 2. Один полустолбик добавляется в начале ряда и один полустолбик добавляется в конце ряда. Вяжем с вами ряды с прибавками до тех пор, пока у нас количество полустолбиков в ряду станет равным 100 полустолбикам с накидом. То есть мы с вами идем к тому же, от чего начали. Начали со 100, провязали ряды с убавками и возвращаемся. Увеличиваем количество петелек в ряду, чтобы оно у нас также снова стало равным 100. Довязываем до конца последний ряд с прибавками. По счету он у нас 14. Я делаю последнюю прибавку. 2 полустолбика с одним накидом в одно основание провязываю и
полустолбиком с накидом завершаю этот ряд. Как я уже сказала, этот ряд 14. Всего 14 рядов с прибавками, чтобы получить в итоге в ряду 100 полустолбиков с одним накидом. Ряд этот у нас изнаночный. И сейчас мы разворачиваем вязание на другую сторону. И начнем вязать последний ряд. В последнем ряду мы прибавок не делаем. Это у нас будет лицевой ряд, лицевая сторона. Здесь мы просто провяжем 100 полустолбиков с одним накидом. Вяжем первый полустолбик, это у нас подъемный. И начинаем просто провязывать полустолбики с одним накидом, не делая никаких прибавок. Всего в ряду будет 100 полустолбиков с одним накидом. Довязали до конца этот ряд 100 полустолбиков с одним накидом. И давайте проверим себя, что у нас получается. Мы с вами набрали воздушные петли, и первые два ряда мы провязали по 100 полустолбиков с одним накидом. Дальше мы начали делать ряды с убавками. У нас всего 14 рядов с убавками. И вязали мы до тех пор, пока у нас не получилось 72 полустолбика с накидом. Дальше мы провязали 2 ряда без убавок. В каждом из рядов по 72 полустолбика с накидом. И перешли к рядам с прибавками. Провязали еще 14 рядов, пока у нас не получилось 100 полустолбиков с накидом. И только что мы с вами довязали нашу сумку, последний ряд. Он у нас лицевой, мы заканчиваем в лицевом ряду, провязали 100 полустолбиков с одним накидом. Ниточку не обрезаем, с помощью этой нитки мы будем соединять боковины сумки. После того, как заготовка сумки готова, советую ее отпарить. С двух сторон утюгом на режиме пар прогладить ее. И начнем сшивать боковины. Итак, отпарили сумку и приступаем к соединению боковин. Складываем сумку вот таким вот образом пополам. Лицевая сторона у нас сверху, изнаночная сторона внутри. Берем рабочую ниточку, как я уже сказала, мы ее не обрезаем, будем соединять с помощью этой ниточки. Кладем рабочую нить, чтобы она шла у нас между двух сторон, которые мы будем с вами соединять. Заводим крючок в петлю. И смотрите, вот у нас идет косичка полустолбика с накидом, который мы с вами провязывали. Мы с вами будем заводить крючок в крайнюю дольку косички полустолбика с накидом. То есть она у нас идет вот на этой, да, верхняя часть. Вот самая крайняя сверху лежит. И на другой стороне сумки, если мы посмотрим, она самая крайняя уже на этой стороне. Вот она, видите, да, косичка полустолбика. И вот она, крайняя долька, в которой мы будем заводить крючок. То есть захватываем с вами вот таким вот образом. Крайние дольки с одной стороны и крайняя долька косички с другой стороны. Все остальные петли уходят у нас внутрь. Кладем ниточку по центру. Находим самую первую петлю на другой половинке сумки и сверху вниз заводим в петлю крючок. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через 2 петли. Протянули. Дальше находим
следующую косичку полустолбика с накидом. И, как я уже говорила, под крайнюю дольку этой косички мы заводим с вами крючок. Вот таким вот образом, сверху вниз. Дальше находим на другой стороне косичку полустолбика с накидом. Находим крайнюю дольку, вот она, и сверху вниз, точнее здесь получается у нас снизу вверх, заводим крючок. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. Дальше снова повторяем. Вот у нас следующая петля, вот крайняя долька. Сверху вниз заводим крючок с одной стороны. Дальше на другой стороне сумки также находим следующую петлю и в крайнюю дольку снизу вверх заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И снова повторяем. Сверху вниз в косичку, на другой стороне сумки снизу вверх в косичку, подхватываем рабочую ниточку и провязываем. И таким образом мы с вами соединяем все петли, которые у нас находятся по бокам сумки. Давайте еще раз с вами повторим. Находим следующую косичку полустолбика с накидом. В крайнюю дольку косички сверху вниз заводим крючок. На другой стороне сумки находим также следующую косичку. Вот она. И в крайнюю дольку снизу вверх заводим крючок. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. И у нас в месте соединения будет получаться вот такая вот косичка. Продолжаем дальше соединять. Соединяем по всей длине до самого донышка. И продолжаем дальше так соединять. Крайние петли полустолбика с накидом захватываем. Повторим еще раз. Косичка полустолбика. В самую крайнюю дольку косички заводим крючок сверху вниз. На другой стороне сумки под самую крайнюю дольку косички снизу вверх. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. Соединение делаем достаточно свободно. Петли не затягиваем. Расслабьте немного руку, да, и вяжите так дальше. Если затягивать в данном случае петельки, у нас боковины сумки будут очень сильно стянуты, что нам не нужно. Поэтому легко, свободно провязываем петли. Довязываем так, соединяем боковины до самого донышка. До самого донышка соединяем. И на другой части сумки мы будем делать точно такое же соединение. У нас получается вот такая вот косичка, да, вместе соединения. На другой части сумки мы берем с вами за основу, у нас здесь, да, наборный ряд из воздушных петель, мы с вами крючок заводим в каждую из воздушных петелек. То есть у нас здесь нет косички столбика, полустолбика точнее, у нас идет наборная цепочка. И вот они, петельки, отлично видны. Соединение мы делаем точно так же с помощью хвостика, который мы оставляли в начале вязания. Хвостик длиной 2 метра, помните, да? Вот берем этот хвостик и с его помощью, заводя крючок вот в эти вот
петли, да, с одной стороны сумки, и точно такие же они у нас с другой стороны сумки. Точно так же с вами соединяем боковины сумочки. Продолжаем, соединяем обе части. После того, как будут соединены обе стороны сумки, прячем хвостики и продолжим работу над сумкой. Я сейчас соединяю уже вторую сторону. Это сторона, где у нас наборная цепочка из воздушных петель. Как я уже говорила, крючок заводим за воздушные петли. И соединение точно такое же, как и соединение предыдущей стороны. С одной стороны заводим крючок сверху вниз, с другой стороны снизу вверх, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через петли на крючке. И так до конца, до самого донышка сумки. Продолжаем работу над сумкой. Мы соединили боковые швы с одной стороны и с другой стороны. И сейчас начнем делать обвязку по верху сумки. Берем ниточку, находим боковую часть сумки, вот это шов соединительный. И обвязку мы будем делать полустолбиками. Заводим крючок. Вот у нас получается боковая сторона сумки. Вот так она выглядит. Да, соединительный шов. И здесь у нас рядочки полустолбиков с одним накидом, который мы с вами провязывали. Находим вот самую первую петельку, которая идет после шва. Заводим в нее крючок и вытягиваем петлю из рабочей нити. Находим следующую петельку. Подхватываем рабочую нить и провязываем через петлю на крючке. Немножко подтягиваем. Провязали полустолбик. Дальше мы с вами находим косичку. Вот у нас идет косичка полустолбиков с одним накидом, который мы провязали. Да, вот наш основной узор сумки. Под обе дольки косички заводим крючок. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через петлю на крючке. Дальше мы с вами находим промежуток между двумя рядами. Вот смотрите, один ряд и второй ряд. Вот здесь вот промежуток. Заводим сюда крючок. В промежуток между рядами. Провязываем полустолбик. Дальше снова под дольки косички. Вот косичка под самую первую косичку. И провязываем полустолбик. Дальше снова в промежуток между рядами. Провязываем полустолбик. Дальше снова под петли косички. И провязываем полустолбик. И снова в промежуток между рядами. И провязываем полустолбик. И так дальше продолжаем делать обвязку сумки. Завершаем делать обвязку сумки полустолбиками. Доходим до места, где мы начинали с вами делать обвязку. Обрезаем ниточку, вытягиваем ее. Под петельку, с которой мы начинали с вами делать обвязку, заводим крючок под косички.
можно взять крючок потоньше. Подхватываем ниточку, вытягиваем ее сначала на изнаночную сторону. А затем нам необходимо ее вернуть в центр последней провязанной петли. Проще это делать с помощью иголочки. Вставляем нить в иглу. И вот у нас последняя провязанная петля. В ее центр заводим крючок и выводим на изнаночную сторону. Соединяем вот таким вот образом ряд. И завершаем обвязку. Хвостики, которые у нас получились при обвязке, прячем в полотно сумки с изнаночной стороны. И нам осталось сделать завершающие штрихи. Пришить магнитную кнопочку. Магнитную кнопку я буду пришивать по центру. Да? Вот у нас центр. Отступлю приблизительно 1 сантиметр. Вот таким образом. И пришиваю магнитную кнопочку. И ручку для сумки. Ручку для сумки пришиваем, прикладываем к шву, к тому шву, где мы с вами соединяли две стороны сумки. Вот таким вот образом пришивать буду крестообразным с помощью той же ниточки, которой я вязала сумку. С одной стороны и с другой стороны. Итак, магнитная кнопочка у нас пришита. Также пришита кожаная ручка для сумки. Надеюсь, никаких сложностей ни у кого с пришиванием, да, данных деталей не возникло, потому что мне очень не хотелось бы тратить ваше драгоценное время на моменты, с которыми вы и сами легко и быстро справитесь. И наша сумка с вами готова. Спасибо, что вязали вместе со мной. Желаю вам приятного вязания, красивых аксессуаров. Вяжите с удовольствием и до новых встреч в новых видео.